Всем привет, народ! Сегодня будем разговаривать о нашем долгожданном старичке, телеграм-боте TapSwap, который, наконец-то раздал нам какие-то энное количество монет. Не всем, как я понимаю. Давайте будем сегодня обсуждать. Буду пробовать высказывать свои мысли по этому поводу. Буду думать и рассказывать вам, как приблизительно я это все оцениваю и по каким причинам кто-то мог получить, а кто-то мог не получить дроп. Сколько будет приблизительно эмиссия, так как нет никакой никакой токеномики проекта. И приблизительная цена, которая может быть на листинге на Битгете, и какая цена бы устроила, например, меня, и, наверное, скорее всего, какую-то энную еще часть людей, кто играл в этого телеграм-бота. Давайте перейдем на их Twitter-аккаунт, на X-аккаунт, и потихонечку начнем двигаться. Вот 6 февраля они написали, что первый сезон у них официально завершился. Потом посмотрим, что у нас будет в самом телеграм-боте, как у нас выглядит это все. Это вы уже все, наверное, видели. Ролик я записываю поздно, уже все обсудили, но я здесь буду высказывать свое личное мнение и свои личные мысли по поводу этого телеграм-бота. Итак, вот они о чем писали, что завершился, именно майнинг тапани монет наших прекратился, но вы можете увеличить свой баланс, заполнив анкету в приложении TapSwap Mini. Что по поводу анкеты? Смотрите, мне несколько человек там писали, что какие-нибудь бы ответы, в разных даже платформах, что какие-нибудь бы ответы на эти анкеты, да, как правильно отвечать. К сожалению, именно правильного ответа на все эти вопросы, их как таковых не было. Когда я сам проходил анкету, я переводил каждый именно вопрос с английского на русский, да, чтобы прочитать, понять, как, что и ответить на эти вопросы. Вопросы были стандартные по типу, где вы проживаете, сколько вам лет, женаты, не женаты, да, там, играете ли в игры, сколько играете в игры, сколько зарабатываете, сколько тратите на отдых, там, очень странные, конечно, вопросы. Какая им разница, сколько я зарабатываю, сколько я трачу на свой собственный отдых, да. Возможно, по этим критериям они оценивали, сколько людям навалить тех самых монеточек, но почему-то, видать, не так это все было. Единственное, что там было несколько вопросов, которые отсеивали ботов. Такие вопросы по типу нажмите ответ зеленый, и из 4 ответов один из ответов зеленый, либо там нажмите второй ответ и тому подобное. То есть пытались тем самым ботов отсеять тех, кто рандомно будет тыкать все это дело. Так что, возможно, если вы не получили свой дроп, хотя играли, все там сделали, город построили, тапали, задания выполняли, возможно, по той причине, что вы не прошли вот эти вот ответы, либо рандомно их нащелкали, либо неправильно, и проверку на бота не прошли, и вас забрили. Второй вариант. Возможно, в этой анкете действительно нужно было выбирать какие-то определенные ответы, да, что вы, да, там, взрослый человек, вы там зарабатываете и тому подобное, чтобы отсеять, грубо говоря, детей там и какую-то молодежь, грубо говоря, убрать из приложения неплатежеспособную аудиторию. Возможно, так. Но это просто мои домыслы. Давайте будем идти дальше. Что дальше у нас? Новости о том, что TapSwap запущен на блокчейне BNB Chain. О чем это говорит? Запишу, наверное, попозже ролик по поводу опять тона. И смотрите, первый у нас TAPS, который... Первый у нас PAFS, которые подняли бунт против блокчейна Тон из-за их монополизации, грубо говоря, Телеграма. И вот вторые герои этого бунта у нас, это TapSwap, которые взбунтовались, сказали, что идите вы нахер со своим блокчейном Тон, мы будем выходить на BNB Chain. Что сподвигло их это сделать? Опять же, они все это время, сколько у них существовал их телеграм-бот, там постоянно переобувались. То Solana, то Ton, теперь вот BNB Chain. Разницы, в принципе, никакой нету. Но нам хотя бы будет для сравнения интересно посмотреть. Допустим, у нас вот выходит PAFS на Solana, TapSwap выходит на BNB Chain. И другие какие-то тапалки вот выходят у нас на Тоне. И посмотреть вообще, сравнить. Когда есть с чем сравнивать, это замечательно. Вот сравним и посмотрим, что произойдет, когда Telegram-бот выйдет на вот таком другом, например, блокчейне, таком как BNB Chain. Идем далее. И вот они рассказывают о том, что они раздали монеточки внутри телеграм-бота, что мы получили 10 золотых билетиков, обычных билетиков в своих приложениях, которые позволяют нам бесплатно принять участие в большой игре, которая состоится при запуске их новой игровой платформы, основанной на навыках. Призовой фонд будет $1 миллион.
для победителей этого грандиозного конкурса. Ну, я надеюсь, это будут не вот те игры, да, если мы перейдем с вами сейчас на их сайт, так подвину, на их сайт. То есть я надеюсь, это у нас будет соревнование не по вот этим вот играм. Кому-то, если нравятся такие игры, то, ну, пожалуйста, я не против, играйте на здоровье. Но для меня я бы не стал тратить свое время. Если чисто убить время, да, где-то там, не знаю, в поездке там в метро, может быть, но вот именно как заниматься, пытаться тапать и тому подобное, чтобы что-то там, ну нет, это не мое. Меня увольте от этого. И новость еще одна о том, что все, вы можете вносить депозиты своих монет TAPS на BitGet. Эксклюзивно с комиссией 0. То есть за газ мы платить не будем благодаря договоренности, возможно. Вот. BitGet. На BitGet у нас выходили уже некоторые проекты. Но выходили они в совокупности с другими биржами. Но вот они выбрали именно только BitGet. И пока больше информации по каким-то либо другим биржам нету. То есть пока только вот BitGet и больше ничего. Если у вас нету аккаунта, то можете попробовать перейти по моей реферальной ссылке, зарегистрироваться на BitGet, ну, чтобы завести туда свои монеты TAPS. Если нужно, напишите мне. Я постараюсь быстренько, в кратчайшие сроки показать вам и рассказать, как быстренько вот завести туда эти монетки, если кто-то до сих пор не умеет этого делать, хотя вы все уже давно в тапалках тапаете и все давно это и без меня так знаете. Но если что, пишите в комментариях под постами в Telegram, если непонятно, буду там быстренько как-то объяснять. Ну и что, сайт их основной, таймер у нас здесь тикает. По сути, вот в этом посте в их было указано, что период участия, ну то есть период вот этих выводов всех, будет работать с 8 февраля по 11 февраля, так что успевайте делать все это. И получается где-то около 14 февраля у нас будет запуск ТГЕ, листинг, и вот мы получим наконец-то свои монеточки. То есть увидим их, сможем пощупать на своих кошельках на бирже BitGet. Что я буду делать? Давайте переходить в Telegram-бота, покажу вам, буду там по ходу дела пьесы рассказывать. Итак, вот, кто подписан на мой телеграм-канал, респект вам, уважуха. Вот, я там уже скидывал скрин своего аккаунта, сколько я получил. Я не понимаю, в принципе, всего механизма раздачи этих токенов. Как они вообще? Критерии были у нас здесь, когда была предыдущая версия, первый сезон, у нас здесь были критерии, ну, такие основные, как это приглашенные рефералы, добытые вот эти вот поинты, монетки, лига наша имела значение выполненные наши вот эти вот задания, также построенный, ну, не построенный город, точнее, а добытые блоки, именно добытые блоки в нашем вот этом Тапитауне в городе. Что было у меня изначально? Давайте рассказываю, никого нет у меня в телеграм-канале, и кто хочет все-таки узнать. А монет у меня было около 750 миллионов. Около 150 миллионов было добытых вот этих кубов в Тапитауне. По их критериям, когда они выставляли вот эту вот заставочку, да, у меня было просмотрено, ну, выполненных заданий там 1100 с чем-то. То есть это видео и тому подобное. Давайте думать, почему некоторых могли забрить с дропом, то есть не раздать дроп, а возможно, вот здесь были задания, ну, грубо говоря, 4 вкладки для заданий. Первое, это было видео. Смотреть видео, ну, я не думаю, что кто-то из вас полностью смотрел, да, все переходили на сайты, искали пароли от этих видео, да, и просто их вставляли. Включаешь, ждешь там буквально у них немножко, чуть-чуть, там минут 5, ждешь, и можно было активировать. Я так и делал, абсолютно так же делал. Вот, но видео много было прощелкано вот таким способом. Были здесь у нас специальные задания. Возможно, у меня было не выполнено было только одно, по-моему, специальное вот это вот задание. Одно из самых последних. Возможно, вот в одном из этих специальных заданий было какое-то триггерное задание, которое отсекало, допустим, ботов, неактивных игроков и тому подобное. И то есть, если вы не изначально, как я, допустим, почти с самого начала, ну, я, конечно, не бесконечно сидел в этом боте, но заходил почти там каждый день, либо раз там в 2 дня, но заходил и с самого начала игры, и эти задания старался выполнять. Возможно, вы где-то пропускали, не выполнили какое-то задание, и поэтому вас отсеяли с дропом. Но это лично мое умозаключение, как бы.
Но, возможно, в этом тоже есть причина. Первая причина это вот та самая анкета и вот эти вот задания, потому что это был критерий для аирдропа, и, возможно, какое-то там задание вы не выполнили, поэтому вам не раздали монеты. Очень печально, конечно. Дальше у нас были лиги у меня были выполнены все, и рефералы. У меня был всего один приглашенный рефералы, который то не играл. Вот. Так что вот переходим. И что же я получил? Получил я номер кошелька даже внизу не светит. 124 токена TAPS. Вот этих токена TAPS 124 штуки я получил. Насколько мне известно, как я посмотрел ролики, да, там кто люди пишут, кто-то получил там 50, кто-то 80, кто-то 300, кто-то 200, да. Блогеры, инфлюенсеры, вы, скорее всего, их тоже смотрите. Я их смотрю такие же, как и вы, более-менее известных. У них, да, там по 1500-2000 там тысячи у кого-то токенов этих PAFS. Что я думаю по поводу airdropа, вообще цены токена и вообще мои мысли по будущему вообще этого проекта. Смотрите, если мы возьмем с вами, что сейчас в среднем ориентировочно ботом пользуются в районе там 4 миллионов 700 тысяч человек, округлим до 5 миллионов человек. Вот 5 миллионов приблизительно, я ролики по TapSwap записывал, приблизительно около 6,5 миллионов-5 миллионов пользовались вот в последнее время, в ближайшие там 2 месяца этим ботом. И вот, судя по тому, что кто-то анкету рандомно прощелкал, кто-то какое-то задание не выполнил, кого-то, видать, просто забрили, просто побрили с дропом несправедливо. Я не утверждаю, что здесь все было справедливо. Вот, я думаю, 30%, судя по комментариям, отсеялось 30% людей, кто не получил дроп вообще никакой. И вот у нас осталось 3,5 миллиона человек. И в среднем, если мы возьмем, что кто-то получил там 30, кто-то 5, кто-то там 20, кто-то 100, как я, вот, да, там 124, кто-то 200, блогеры, инфлюенсеры там получили по 2000. Я думаю, среднее количество токенов это в районе 200, 150-200 токенов. То есть мы умножим на 200, если, то получается у нас 700 миллионов токенов, 700 миллионов токенов было роздано, получается, комьюнити. 700 миллионов токенов. И обычно у нас как токеномика проектов всех проходит. В среднем раздают где-то 60-80% нам комьюнити. Там 10 забирает себе команда, плюс маркетмейкерам, плюс на маркетинг, плюс на поддержание ликвидности и тому подобное. Вот если мы среднее арифметическое 70% возьмем и 700 миллионов токенов, то общая миссия будет токенов, получается, где-то около миллиарда, наверное. Приблизительно так. Где-то, может, 1,9 миллиарда. Я не думаю, что будут они 900 миллионов делать, будет что-то круглое. То есть в районе, думаю, миллиарда получается. Из такой вот математики. И что же, давайте будем пробовать считать. Смотрите, опять же, это будет BitGet, это будет другой блокчейн, тут не знаю, как будет все получаться, но в среднем выход, капитализация токенов начинается где-то от 10 миллионов. Понятное дело, что можно 1, 2, 3, но это DEX биржа, но это все-таки CEX биржа. Я думаю, в районе 10 миллионов стартово будет, и может быть 50-10-50. Давайте рассчитаем на две суммы. И вот если мы с вами поделим 10 миллионов долларов капитализации, на которую они выйдут, на вот этот вот самый миллиард токенов, да, которые они выпустят эмиссию, это у нас получается 1 цент. Стоимость будет одного токена. 1 цент. Либо, если они все-таки достигнут 50 миллиардов, там, да, 100, конечно, не знаю, 100. Хотя может быть и 100. Давайте вот берем 1 цент, да, от 1, и если даже достигнут 100 миллионов, до 10 центов. Это приблизительно будет цена токена TAPS, мне так кажется, на листинге. Что будет происходить дальше, я не знаю. Может быть, они там запампят, она палка вверх улетит, но, скорее всего, люди сразу будут сливать, и токен будет укатываться. И что же по итогу, если даже взять очень-очень максимально в 10 центов, то я получаю $12,5 за год. По сути, по $1 в год. Вот такой вот заработок шикарный. Если бы я, может быть, где-нибудь в африканских каких-нибудь республиках проживал, до этого мне хватило на жизнь даже, наверное. Но, к сожалению, вот она такая суровая реальность. Так что вот приблизительно, от 1 до 10 центов, будем надеяться на лучшее, что это будет 10 центов. И вот я получу $12,5 за год игры в этого бота.
Если это будет действительно так, то бота этого я сразу удалю, больше заходить сюда не буду. Будущего и перспектив я тогда здесь не вижу никаких у этого телеграм-бота с таким отношением. Что касаемо, если все-таки будет по-другому. Если все-таки экономика какая-то будет другая, я все неправильно рассчитал, меня бы устроила теоретически стоимость токена в $1. $1 и выше. Вот. Но это, конечно, очень сказочно. Можно написать мне в комментариях. Но все же $1 и выше меня бы устроило. Ну, то есть $124. А если по $2, ну 200, даже 50 бы долларов это было. И, в принципе, тогда бы я продолжил второй сезон тапать. Пока, видите, вот здесь я чуть-чуть немножко потапал и все. Пока сижу и жду. Есть, нету смысла вообще тратить время, если они все-таки вот будут по центу или по 10 центов. По 10 центов, а тем более если по центу, не будет смысла за $1 играть целый год. Вот такие вот сегодня были мысли, расчеты по поводу телеграм-бота TapSwap. Пока скам это или нет, сказать я не могу, но по отношению к тем людям, которых побрили, не раздали вообще ничего, да, это будет скам. Пока вот я что-то получил, нету ни токеномики, нету никакой информации, хотя бы ни премаркета, ничего. Сколько будет стоить этот токен, сам токен TAPS. Так что ждем, осталось немножко подождать нам, всего лишь тут, неделечку, 5 дней, вот, образно говоря, и будем видеть, и будем понимать, был ли это безнадежный проект, и как раз к тому времени запишу ролик про тон, и, возможно, будем обсуждать, что нахер оно нам все это надо. Я вам крайне не советую заходить в телеграм-боты, в тапалки. Особенно вот, видите, пример, когда ты год мучаешься, а тебя потом вообще ничего не раздали. Есть такие люди, которые заходили целый год, у них построенный город, у них там выполненные задания. Так что, возможно, как-то это все рандомно брили. Так что не тратьте свое время, тем более не вносите туда донат. Кстати, доната у меня здесь не было не внесено ни копейки вообще, ноль, абсолютно ноль, ничего. Вот. Не тратьте свое время, не тратьте свои деньги. Лучше займитесь собой, отдыхайте и наслаждайтесь жизнью. А я с вами прощаюсь. Всем пока, народ.